Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на сентябрь 2025 года. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Будем с вами планировать этот интересный месяц для того, чтобы коридор затмений очень даже красиво вписался в наши планы. Ребята, это гороскоп по декадам. И если вы смотрите по Солнцу, то первая декада близнецов – это все те, кто родился в мае. Вторая декада с 1 по 10 июня. И рожденные с 11 июня и до знака зодиака Рак – это третья декада близнецов. Если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, делите отрезок 30 градусов близнецов на три равных участка. И с 1 по 10 градус – это первая декада, с 11 по 20 это вторая декада, с 21 по 30 градус, если попадает ваш асцендент, значит это третья декада асцендента в близнецах. Ну что, ребят, готовы? У нас с вами уже сказала коридор затмений в этом месяце. Начинается он с 7 по 21-22 сентября. Ребят, две даты. Все зависит от полушария, в котором вы проживаете. Да, это будет вторая и третья недели сентября с коридором затмений на убывающем лунном цикле. А первая неделя сентября, если вы уже заметили, она такая достаточно активная, она заставляет нас подвигаться, решать сложные задачи, потому что Луна на этой неделе в прямом смысле в сложных знаках, плюс здесь еще, конечно же, у нас и аспекты совсем непростые. Да, у нас распадается сегодня оппозиция Венера с Плутоном, но Венера уже начинает в квадратуре подтягиваться к Лилит. И да, этот момент, этот аспект будет очень таки волновать близнецов второй декады. Здесь вообще, если говорить про этот сентябрь и вообще, в принципе, про коридор затмений, то вторая декада близнецов, здесь история, конечно, любовная, здесь история таких больших, мощных задач, потому что, ну, кармические узлы как раз-таки начинают свой путь по второй декаде Дев и Рыб и делают в прямом смысле квадратуру, то есть напряженный аспект, когда нужно будет решать задачи, нравятся они нам, не нравятся, ну вот такие, какие уж есть. А основная прерогатива близнецов – это уметь договориться, уметь быть своим знаком, то есть вы по Солнцу смотрите или вы смотрите по асценденту, если вы по Солнцу, тогда отыгрываете близнеца в полной мере в своем характере, а если по асценденту, то ваше проявление должно быть близнецовское, понимаете, да, то есть активность, коммуникабельность, умение договориться, это знание, это связи, то есть это не застой. Как только вы чувствуете, что вы подвисаете и в вашей жизни нет движений, передвижений в прямом смысле, вот здесь нужно задуматься, потому что близнецы – это воздушный знак, и здесь активность должна быть от мозговой деятельности до в прямом смысле деятельности, активности, передвижений. Да? То есть пространство, воздух должно ходить. Ну и коммуникация, естественно, основная история близнецов. Это для второй декады. Для первой и третьей декады близнецов скажу, что первая неделя сентября будет важна тем, что у нас сейчас на небе именно первую неделю Уран в квадратуре с Меркурием. Ребят, ваш единственный управитель, и очень важна история все недели до выходных, до самого коридора затмений. Меркурий в квадратуре с Ураном – это история, когда мы по неосторожности можем наломать дров, когда мы, не проверяя документы, можем натворить ошибок, когда мы невнимательны за рулем, и это тоже может быть травмоопасно. Поэтому будьте аккуратны, перепроверяйте документы, не ругайтесь с близкими. Проводка дома может барахлить, мы можем быть сами наэлектризованы. Конечно, больше всего напряжения будет у близнецов первой декады, потому что Уран еще идет по первой декаде близнецов, и только 6 сентября развернется в ретроградное движение. И еще на 2 месяца, ребята, зависнет в близнецах, и только потом
уйдет, вернется в телец. Кто из близнецов первой декады уже почувствовал как раз-таки вот эти новые веяния от Урана в Близнецах, как раз-таки с июля 2025. Кто что заметил? Конечно, те, кто родился на стыке с Тельцами, вот они и заметили. Да, ребята, отпишитесь в комментариях, нам будет интересно почитать. Все-таки нам это все те, кто оставляют комментарии, заходят точно так же их читают, что же интересного люди пишут, потому что вот такие тенденции плюс-минус будут еще у близнецов второй и третьей декады в ближайшие 6-7 лет. То есть примерно вот такие же события, когда Уран делает Солнцу, близнецам различные декады. То есть каждое солнышко вот так проходит. То есть это в жизни появляется нечто новое, нечто экстраординарное, креативное. И здесь нужно себя так вести. И скажу, что если мы говорим про близнецов первой декады, ребят, у вас здесь в сентябре, конечно же, несмотря на новые веяния от Урана, здесь от Плутона очень хороший аспект, на этом можно делать бизнес. То есть если жизнь заставляет как-то что-то совершать по-новому, да, как-то креативно подходить, изобретательно к своей работе, на этом можно построить бизнес или же заработать еще больше денег. То есть не пугайтесь, не убирайте свою внутреннюю силу, наоборот, идите вперед, растите. Близнецы третьей декады, у вас здесь, в принципе, аспект Урана с Меркурием тоже на первой неделе сентября будет для вас заметен, но истории не будут такие более сильные, более слабые они такие будут, потому что и от Меркурия здесь скажу, что секстиль, а не квадратура, то есть не вынуждены какие-то обстоятельства, которые заставляют нас резко менять планы. А у близнецов второй декады, повторюсь, здесь больше история любовных отношений, если у вас возникнут, конечно же, какие-нибудь вопросики с моментами «я тебе не доверяю», «я вообще», какие-то вот подсознательно страхи, которые хотят вылезти, разрушить отношения, уйти как-то вот эта история. Конечно же, это всего лишь страхи. Самое время как раз-таки, естественно, перед коридором затмений в себе все вот эти моменты истории поднять для того, чтобы 2 недели потом переживать и ломать дров. На самом-то деле не надо так делать, потому что нет прямых указаний на то, что все будет очень плохо. Нет, договориться получится у всех. Тем более близнецы второй декады здесь Марс как раз-таки идет по второй декаде весов и делает потрясающий, потрясающий трин к вашему Солнцу в транзитных картах. Поэтому здесь, ребят, естественно, нужно делать. Если вы понимаете, что что-то не движется, это и в работе, и в личной жизни, да, деятельность, договорная деятельность, да, захочется, конечно, поругаться, потому что Марс у нас первую неделю сентября будет в квадратуре с Юпитером, это вопросы репутации, опять же, да, говорю, не надо ругаться, вопросы испорченных отношений, вообще это конфликтный аспект, который может доходить даже до драки. Будьте аккуратны, это потрясающий аспект, чтобы перестать общаться со всеми, но счастья и радости это не принесет. И потом просто на 2 недели сентября можно в этой истории зависнуть. Зачем это нам? Вообще не зачем. Одна из основных историй, которая еще нас с вами ждет на первой неделе сентября, это, конечно же, с самого начала развернулся, ну, то есть Сатурн, он развернулся еще в июле, а из Овна в Рыбы он перешел 1 сентября. Мы пока еще все привыкаем к этой истории. Очень сильно ее, конечно же, прочувствуют еще дальше близнецы третьей декады. Ребят, да, Сатурн идет в квадратуре к вашим солнцам. Здесь история про финансовые возможности. Если есть долги, значит, можно из минуса выйти в плюс. Если нет работы или работа вам не нравится, то нужно искать работу, которая будет нравиться, которая будет вас стабильно держать на плаву. То есть, может быть, она вам будет как-то в этот период времени не очень-то нравиться, да, но если эта работа финансово вас обеспечивает, тогда нужно подумать здесь, да, в какой-то момент времени сказать себе, я вот как-то я понимаю ради чего, да, потому что близнецы третьей декады, Сатурн возвращается в Рыбы,
И вот сейчас он будет в рыбах до февраля 2026 года. 13-14 февраля у нас дата, когда он снова переходит в Овна и уже больше не возвращается в рыбы. Это история как раз-таки все то, что я рассказала. Здесь, если вы не будете уходить в негатив, если вы не будете уходить в жертвенную позицию, потому что совсем скоро еще и Нептун вернется в третью декаду рыб, а это состояние, когда, да я сейчас говорю только для близнецов третьей декады, да, для того, чтобы было понятно, у близнецов второй и первой декады эта история так не работает. И скажу, что, ребят, если вот вам захочется как-то уйти в самобичевание, в жертвенную какую-то позицию, начать страдать, это утопия. Здесь, наоборот, нужно брать такие финансовые нагрузки, планки хорошие, да, для того, чтобы из минуса сделать плюс. Если смотреть по классической астрологии, да, вообще, в принципе, по законам астрологии, уход и приход денег – это один и тот же аспект. Вот такая история. Просто если у нас уход денег, и мы напрягаемся, то эти деньги к нам не уходят. Естественно, мы делаем больше, и к нам еще идет приход денег. То есть мы не замечаем этот уход. Но это и финансовая история, если вы разбираетесь в финансах, да. Все финансисты сейчас таки понимают, ну как бы это логично, да, это логично. Но почему-то большинство не хотят это понимать, что путем терпения и труда можно финансовый поток свой увеличить, тогда ты просто не заметишь эти траты. И эта история для близнецов третьей декады будет работать в ближайшие 5 месяцев, ребят, и это так. И не просто так финансовый гороскоп для близнецов я тоже выпустила. В конце видео прикреплю, посмотрите, что же нужно делать, на какие качества свои налечь, можно так сказать, какие качества свои развивать для того, чтобы получалось гораздо больше. И что, ребята, иду дальше. У нас первая неделя сентября, она такая встряска, она такая раскачивающаяся, да. У нас в конце первой недели включается коридор затмений. За сутки перед ним у нас уходит в ретроградное движение Уран. Что с Ураном? Ощутят эту историю только близнецы вот как раз-таки первой декады по большей части, потому что Уран идет ну, то есть делает аспект по вашим солнцам, и то это первые 3 градуса, то есть первые 4 денечка, 5 денечков, кто родился рядом с тельцами из майских, да. То есть это вот так работает, на других тоже этот аспект не действует, то есть я надеюсь, вы это понимаете, да. Я и так уже поделила гороскоп на 3 декады, чтобы он попадал, но для максимальной точности, естественно, нужно записывать на каждую отдельную дату время. Ну, вообще индивидуальный гороскоп работает 100%. Я надеюсь, вы все это знаете. Поэтому, если вы будете оставлять вопросы, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваши вопросы. В режиме свободного времени, ребята, я отвечу. Ну, либо же жду всех лично на консультации. Продолжаю, ребят. У нас включается коридор затмений. Коридор затмений 7 сентября. Это у нас полнолуние в рыбах или лунное затмение. Коридор затмений будет на убывающем лунном цикле, поэтому я вам не скажу, что нужно начинать что-то новое, быстро прямо сейчас браться. Скорее всего, будете доделывать нечто старое, свои прошлые какие-то проекты, или начинаете сейчас на первой неделе сентября вот это вот так делать, для того, чтобы в коридор затмений уйти с такими вот мощными историями. Ну, либо же вторая неделя коридора затмений, да, то есть ее окончание, которое случится у нас 21-22 как раз-таки сентября. 22 сентября у нас еще осеннее равноденствие, включается у нас астрономическая осень, и да, на 3 месяца осенние гороскопы я выпущу сразу после сентябрьских, поэтому ожидайте для того, чтобы спланировать как раз-таки эту потрясающую осень, потому что я реально считаю, что она у нас у всех будет просто
классное, если мы не будем провисать вот в таких каких-то своих грезах и иллюзиях. По большей части это к близнецам третьей декады относятся, ребята, грезы и иллюзии. И да, закончится коридор затмений у нас с солнечного затмения. Это новолуние в Деве. И очень хорошая история закончить как раз-таки коридор затмений на приземленных нотах. Потому что начнем мы его 7 числа в эмоциональном таком состоянии. Вот эти вот, знаете, не просто так знак рыбы, это такой размывающий сознание знак. Это когда нам хочется либо расслабиться, либо отдохнуть, мы вот собраться не можем. И вот если вот в это полнолуние мы вот не соберемся и не поймем, что вот эти 2 недели, да, у нас сентября для большой такой работы приземленной, потому что мы должны закончить этот важный период на приземленных нотах. То есть здесь без иллюзий, без каких-либо там жертвенных позиций, а будет очень сильно хотеться. Правда, ребят, будет очень сильно хотеться на вот как-то себя пожалеть, сказать, вот почему-то у кого-то вот так классно, а у меня вот так не классно. И опять же, если открывать прям эту дату, 7 число, да, то у нас в точную квадратуру встает Венера с Лилит, ну, то есть близнецы второй декады, конечно же, здесь история страхов, переживаний в любви. Нам кажется, что нас не любят, недооценивают, что мы заслуживаем большего, что мы вообще достойны большего и лучшего, и все, что у нас есть сейчас, это как бы так себе история, которую мы можем где-то там себе найти поинтереснее. Но не забываем, что перед коридором затмения у нас Уран ушел в ретроградное движение, которое по близнецам, между прочим, сейчас идет, которое очень сильно легко и быстро нам всем поможет уйти в закат и сказать, так, все, мне ваша вот эта вот ответственность, она мне вообще в принципе не нужна, да. Будет очень хорошее такое внутреннее ощущение все бросить, либо же напридумывать себе там какие-то вот такие очень сложные истории. Не надо так, ребят, да. Марс в квадратуре с Юпитером – это внутренняя такая позиция, история, когда у нас будут претензии, да, поэтому здесь близнецы второй декады, будьте аккуратны с этой историей, с претензионной, и близнецы третьей декады, потому что Марс уже будет во время коридора затмения, уйдет в третью декаду весов и будет делать аспект к близнецам третьей декады, поэтому здесь история переходит еще и к близнецам третьей декады. Будьте аккуратны в договорных отношениях, убирайте иллюзии, будьте четкими, да, если даете слово, держите ответственность. То есть здесь вообще очень хорошая такая история для близнецов третьей декады стать ответственнее, то есть взять какую-то для себя планку, да, такую прям-таки очень важную, очень мощную, и это будет складываться очень даже хорошо, ребят, скажу, что вам это необходимо. То есть если вы собрались как-то вот выше подняться, приобрести, например, недвижимость, тоже хороший аспект, да, вам будет казаться, что невозможно, вам будет казаться, что очень много каких-то историй не складывающих, просто попробуйте. Как мне там говорят, а можно без денег? Я говорю, ну вы попробуйте без денег, может у вас и получится без денег, да, оформить, произвести сделку. Почему нет, ребят? Если вы можете договориться, попробуйте. То есть здесь история больших противоречий в недвижимости, к стабильной работе, вообще к стабильности будут очень сильные противоречия. Но, ребята, я вам скажу, что стабильность это будет ваш конек, близнецы третьей декады на ближайшие 5 месяцев, уже говорила, да. И вот коридор затмения он будет либо эмоциональный, либо прям для вас максимально понятный. Все, естественно, зависит от того, ну, какие вы навыки и качества в себе развивали на настоящий период времени. Понимаете, о чем я говорю? Мы все сюда пришли с разным бэкграундом, с разными историями, с разным воспитанием, с разным мировоззрением. И вот мы все здесь слушаем этот гороскоп и хотим, чтобы солнце светило всем одинаково, но так не бывает. Понимаете, о чем я говорю? И да, близнецы первой декады в этот коридор затмений скажу, ребят, вам так, что ваши истории, они связаны с недвижимостью, в том числе связаны с нечто новым однозначно, потому что развернувшись в ретроградное движение Уран, это наша
ну, то есть наш возврат к работе над ошибками, все то, что все те истории, которые были с июля месяца, вот мы к ним возвращаемся для того, чтобы сделать интересно и не, или неинтересно. То есть мы что-то поймем из этих историй или нет, мы начнем что-то новое в свою жизнь внедрять, или захотим вот как-то вот по старинке, оно надежно, но по старинке уже не получается так интересно, да, то есть не получается уже тот результат, на который вы рассчитывали. Поэтому здесь вот такая история. Первая неделя коридора затмений будет на аспектах Венера в квадратуре с Лилит, да, и у нас скажу, что с 13 с 14 сентября это вторая неделя коридора затмений. У нас здесь распадается Марс, Юпитер, уже не такой сильный. Венера с Лилит уже тоже распадается, но Венера с Лилит распадается, и Венера встает в квадратуру с Ураном. То есть мы заканчиваем, грубо говоря, да, то есть третья неделя сентября для всех близнецов, или же, ну вот финал коридора затмений, да, с 13 с 14 у нас начинаются вот такие вот сложные, ну как сложные, да, для кого-то сложные, для кого-то максимально понятные. Вот для близнецов скажу вам, первой декады любовные отношения начнут провисать, потому что если здесь вы как-то не реагировали на те триггеры, которые были у вас в жизни, да, в работе, в финансах, то есть если у вас были вопросики в отношениях, то здесь с 13-14 сентября начнутся вопросики, это те эмоции, на которых мы закончим, да, как раз-таки этот коридор затмений. Здесь что? Здесь вопросы недвижимости, близнецы первой декады. Здесь история стабильной работы, новшества в работе, да. Здесь история креативного подхода, какой-то изобретательской деятельности 100%, да. И здесь очень важный такой момент близнецам первой декады. Венера становится в квадратуру к Урану, который идет по близнецам первой декады. Это, ребята, вопросики в отношениях. То есть, если ваша как бы слабая часть в жизни, да, слабая сфера жизни – это любовные отношения, то здесь начнет прям-таки провисать. То есть захочется уйти в закат. Да, как говорится, мы начинали эту историю для близнецов второй и третьей декады, да, а тут оказалось, что вот эта история быстрее начинает работать у близнецов первой декады. Здесь в чем вопрос? А, Привносите нечто новое в отношениях, да. Если у вас Венера будет проигрываться, потому что Венера у всех по-разному работает. У кого-то она работает как внешний имидж, облик, да, у кого-то она как раз-таки за финансы отвечает. И если вы понимаете, что у вас именно финансовая сторона работает, и она у вас прямо-таки слабенькая, да, то здесь, ну, то есть если вы не внедряете нечто новое в работе, не пытаетесь новые средства заработка найти, тогда, естественно, любовные отношения начнут провисать, захочется уйти в закат. Либо же привносите нечто новое в работу. Но по финансовой стороне скажу, что это аспект, который захочется именно с 13 по 25 будут держаться аспект, захочется очень много чего потратить, экстраординарное, чего-то прям вот так вот распылить деньги. Будьте аккуратны, на нечто стабильное, очень хороший аспект на покупку недвижимости, движимого или недвижимого имущества, да. Хороший аспект потратить, купить себе что-то такое основательное, на нечто новое, креативное в работе, изобретательскую деятельность, да. Привнесите в любовную историю нечто новое, да, если это у вас, если вы одиноки и это у вас череда знакомств будет, то, скорее всего, если планы у вас несерьезные, ни к чему это не продвинется. Если у вас планы серьезные, то подождите. Конец сентября будет очень даже удачный, успешный на любовные отношения. Там и Венера откатится чуть дальше, и будет нормально, понимаете, да, о чем я говорю? Венера откатится, когда весы, потрясающее будет время, например, как-то свои отношения узаконить. Поэтому здесь не гоните, нормально все будет, да. То есть каких-то очень резких движений делать не нужно, да. Близнецы второй декады. С середины сентября
история как раз-таки, повторюсь, и на момент завершения коридора затмений, здесь история как раз-таки страхов, вопросиков, могу, не могу, достоин, недостоин, да. То есть помните, я говорила, что коридор затмений начнется на таких историях сложных в любви, но если будут возникать вопросики, то, скорее всего, ваш партнер вам как раз-таки сигналит о том, что вас волнует, что вас интересует. А у вас основная задача, которая сейчас начинается с этим коридором затмений и продлится в ближайшие полгода, это кто я, зачем я, куда я по жизни иду. То есть кармические узлы в прямом смысле спрашивают, то есть квадратурам идут к близнецам второй декады, продвижение вперед, про развитие, про реализацию, про становление личности, про раскачку своих каких-то определенных качеств, талантов, которые у вас есть, но вы почему-то над златом чахнете и вперед не идете, стесняетесь, волнуетесь, непонятно, зачем вот так вот провисаете, но нужно идти прям-таки вперед. Это и любовные отношения, да, нечто новое туда все-таки нужно привнести, да, тогда вас отношения будут и двигать вперед, потому что у близнецов второй декады это такая задача всей жизни построить отношения, коммуникацию, любовную. Сейчас я знаю, близнецы прям посыпятся комментарии. Мне вообще отношения не нужны, да что это такое? Ну, близнецы, вот сколько персонажей даже в описании этого знака. Близнецы, понимаете? То есть если у вас со своей второй половинкой какие-то есть вопросики, значит у вас с самим собой, с самой с собой вопросики, понимаете? Потому что близнецы, потому что, скорее всего, вы себе нашли партнера, пусть он будет другого знака зодиака, но планета у него максимально, то есть под стать вашей натальной карты, то есть планет вашей натальной карты. То есть, понимаете, то есть не просто так вы выбрали этого партнера для того, чтобы он специально надавливал вам на какие-то ваши недоделки в вашей жизни, чтобы вы, наоборот, встали и сказали: ой, а я-то больше могу, а я-то вот такой классный, а я-то вот такой клевый, и в отношениях я могу. Но очень сложно близнецам второй декады бывает договориться в отношениях. И окончание коридора затмения как раз-таки будет вот и такой лакмусовой бумажечкой, эмоциональной может быть, да. Но здесь нужно здраво и трезво и максимально честно себе это говорить, без доли иллюзий. Близнецы третьей декады. У вас, конечно же, ребята, я хочу сказать, что очень такая интересная история у близнецов третьей декады. Здесь под финал коридора затмения у нас складывается на небе такая квадратура Марс-Плутон очень сильно. Если вы смотрели мои гороскопы ранее, это осень силы, ноябрь 2024, это весна действий, апрель, конец апреля 2025, то там у нас была оппозиция Марса с Плутоном, да, то есть это такой очень мощный и сильный аспект, который я говорила, ребята, вот здесь нельзя рыдать, нельзя страдать, нужно просто взять, сделать, вот прям напрячься и заработать денег, да, потому что аспект Марс-Плутон это либо мы разрушаем, либо мы наоборот строим, зарабатываем, пробиваем, не сдаемся. Понимаете, вот такая история. И здесь должно быть все, естественно, красиво, легально. С точки зрения бюрократической истории тоже все красиво, законно, потому что здесь близнецам третьей декады еще квадратура Сатурна идет, да, и здесь еще вот эта вот квадратура Марса с Плутоном. То есть это большая такая мощная история, которая движет вперед. И вот мы завершаем, да, вот так вот коридор затмений, но у нас астрономическая осень 22 сентября начинается как раз-таки, ребят, вот с этого аспекта в том числе. И я хочу сказать, что вот такое вот эмоциональное послевкусие, да, оно у нас продлится до 25 сентября. Конечно, в конце сентября, в начале октября распадется вот эта квадратура Марса с Плутоном, то есть там она 29 сентября уже не такая сильная. Но если у вас запланированы какие-то мощные, интересные дела на конец сентября, это близнецы третьей декады, делайте. Не нужно волноваться. Вообще, в принципе, послевкусие остается от коридора затмений до 25-го, да, то есть эмоциональная такая нотка, и потом все начинают собираться, двигаться вперед. Даже скажу, что с 24-го, потому что здесь Луна в соединении с Марсом и со Скорпионом, когда наоборот хочется прям-таки очень много чего сделать. Я хочу сказать, что в этом сентябре не нужно раскисать, и если вы смотрели меня
ранее, да, я говорила, что этот коридор затмений еще летом, да, что этот коридор затмений, он по большей части нас просто напугать. Вот как-то вот так выбить почву из-под ног, да. Но, ребята, если мы трезво стоим на ногах, то есть близнецы первой и второй и третьей декады. У близнецов второй декады, она такая история кармичная, да, ну то есть карма это результат наших прошлых действий. Если мы там чего-то не доделали, тогда мы делаем это здесь, да. Если мы что-то там сделали некрасиво, тогда мы здесь исправляем. Если нам все понятно, мы идем дальше. Но вот когда история связана на нашем движении вперед, таком масштабной такой деятельности, да, то здесь можно немножечко тормозить всегда. Не нужно тормозить, наоборот. Мы можем тормозить, потому что нам сложно решиться на какие-то моменты, но у близнецов во второй декады история будет, когда нужно наоборот решиться идти вперед. Делать, делать и делать, и тогда все будет идти очень хорошо, да. То есть здесь и в личной жизни, и в работе, и в карьере. Близнецы первой декады. Ребят, здесь жизнь заставляет по-новому решать задачи и вопросики, становиться еще большим человеком, и эта история по большей части связана с финансами, с деньгами, с бизнесом, с карьерой, с работой, со статусом. И это очень важная история, которую нужно таки наконец-то понять. Близнецы третьей декады. Ребят, у вас в этом сентябре, если вот так подытожить, да, то история такого финального рывка, то есть это третья петля и Сатурна, и Нептуна, то есть у нас больше не будет вот такого аспекта в ближайшие 30 лет, я о чем говорю, да, то есть проживем ли мы еще 30 лет или нет? Здесь такой тоже вопрос, когда мы всегда вот так вот думаем о будущем, что у нас очень много есть времени для каких-то таких маневров, да, и выжидаем время, лучший шанс. Я говорю вам, что лучший шанс это вот этот сентябрь, потому что то, как пройдет этот сентябрь, будет зависеть вся осень. У близнецов третьей декады 100%. То есть если вы сейчас в сентябре вот так вот малодушничаете, вот так растекаетесь, вот так на эмоциях, вот так сложно собраться, идете в разрушение, не в строительство своей жизни, да, а идете там, разводитесь, очень велика вероятность, да, уходите с работы в закат в никуда, тоже может быть такое. Уходите в эмоции, в депрессивное состояние, в иллюзии, не знаю, в запой, потому что там еще и Нептун подкатывает возвращаться, да, в октябре обратно. И это история, которая получится так себе. Поэтому здесь, дорогие близнецы третьей декады, я вам говорю, что у вас все будет хорошо. Но если вы сейчас начинаетесь на больших, сильных вот таких началах, вот этот сентябрь, тогда и октябрь, и ноябрь, и декабрь, и зима 2025-2026 вам вообще не страшна. То есть вы вообще на других эмоциях идете вверх, да, то есть вы весь негатив перепрошиваете, то есть вы из минуса делаете плюс. И все, кто давно смотрит меня, помните, ребята, я еще говорила, что с 22 июля на небе включается вот такая большая, мощная конфигурация, да, которая состоит у нас из таких высших планет. Это аспект на заработок денег. И хочу сказать, что здесь близнецы и первой, и третьей декады очень четко подпадают под эту историю. До конца 2025 года у нас эта конфигурация есть. То есть здесь можно реально очень много денег заработать. То есть близнецы первой и третьей декады. Близнецы второй декады, мне здесь нужно по показателям личных натальных карт смотреть, потому что здесь нету прямых аспектов таких высших планет, очень сильных и мощных. Я общий гороскоп рассказываю, я надеюсь, это понятно, да. Вот такая история. Ну и скажу так, что у нас после коридора затмений на небе такая мощная тоже история движения вперед. То есть это неоднократно подчеркивает мою уверенность, что все будет хорошо. Да, я знаю, что вы уже наслушались разных гороскопов, потому что мне уже сколько написали. Женя, правда, все будет сложно. Ребят, будет сложно, если мы будем страдать, если мы не страдаем, а пишем себе вот прям, понимаете, да, мир не просто черный, да, мы все свои минусы черные,
переносим на белую бумагу, и они для нас понятны, да, очень хорошая история для близнецов записывать свои планы, неважно какой вы декады. Когда ваш план по жизни вам понятен, вы к нему идете, вы все свои страхи убираете и панику. И это очень хорошая история на этот сентябрь. И у нас там правда все будет хорошо. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного месяца и увидимся с вами в следующем ролике. По классике, конечно, актуальные видео. Если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.